Вітаю вас на своєму каналі. Я Світлана. І сьогодні у нас прогулянка по моєму жовтневому саду. Идемте. Я расскажу вам сегодня очень много интересного. Что-то, помните, я про эти колоновидные барбарисы рассказывала? Пересадила с двух сторон по большому кусту. Вы видите, еще примерно вот столько я срезала, выровняла. Меня, конечно, спрашивали, надо и боковые веточки убирать, и формировать. Конечно же, я все это делала. Просто вам не показывала, как формировать колоновидные барбарисы. Это у нас еще все впереди. Так что нас сегодня ждет? Много интересного, несмотря на такой пасмурный, осенний, хорошо хоть не дождливый день. Я вам расскажу и покажу, какие жители у меня на этой клумбе новые. Полностью обзор этого миксбордера сделаю позже. Два жителя один и возле дома другой. Покажу, как пережила ель инверса перелом в марте. Я вам вскользь показывала, как я ей шину накладывала, как она летом себя чувствовала, что веточка прижилась. Так вот, я шину сняла и покажу вам место перелома, насколько сильный был перелом и как все заросло, чтобы вы не боялись в подобных ситуациях. Еще я вам что обещала показать про скальные можжевельники молодые, как формировали. Покажу именно с того ракурса, как весной это было. Что мы делаем в течение всего лета, и вы увидите, как они выглядят именно сегодня. Потом еще спрашивали про пересадку моих минджулипов, как они себя чувствуют и что с ними случилось. Посмотрим кое-что очень интересное возле дома. Вы удивитесь, это точно. Но покажу, наверное, в конце видео, что я сделала со своим пенисетумом лисохвостым, с 3 огромными кустами, которые разрослись. И покажу, как маленькая елочка коника нарисовалась, когда я выкопала 3 куста гортензии древовидной. Сильно она разрослась. Ну, с чего будем начинать? Думаю, давайте посмотрим нового жителя вот в этом микс-бордере. Сразу мы пройдем вот к этому микс-бордеру, где я посадила одного из своих новых жителей. Открываю вам, не буду тянуть интригу, возле Хупси посадила маленькую карликовую. Судя по хвое, вы уже поняли, что это карликовая ель конника. Но это не конника, а ель канадская ялако. Многие, наверное, такой и не слышали. Когда буду делать обзор своих хвойных, я о ней более подробно расскажу. Ну а сейчас хочу вскользь сказать, что это необычная такая зелененькая елочка, а как ель белобок или белобока. У нее весной приросты кремово-сливочного цвета. Прикладываю вам фотографии из интернета, как она будет выглядеть весной. Ну а мы полюбуемся весной в реальности, как это будет. Это елочка подушковидная. И как все подушковидные ели, она в высоту растет меньше, больше в ширину. Как раз ей тут места хватит среди моих посадок. Посадок-пересадок. Обзор этого миксбордера сделаем чуть попозже, уже как совсем похолодает. Вот он мой
колонновидный барбарис, пересаженный. Надеюсь, ему тут солнышко будет со всех сторон, и он будет красивее, пышнее, выше. Вертикаль определенная создалась. Ну, дальше пройдем к моим минжулипам. А вот еще колонновидные Мария. С этой стороны маленький, я вам показывала, посадила. А с этой прошлого года посадки. Уже такой пышненький, но он не такой высокий. Может быть, у меня пока он не такой высокий. У него весной очень. И летом, в начале лета, очень красивая салатовая листва прямо. Сейчас он немножко так цвет поменял. Уже часть своих гортензий я обрезала. Нарисовался куст барбариса. Gold Ring, по-моему, название его. Так, вот это наша штамбовая гортензия Пинки-Винки. Есть обзоры сортов, кто не видел. Так вот, про мои минжулипы. Вот именно на этом месте, если вы помните, я вам показывала, когда прогулки по саду. И эти гортензии обрезала. В общем, у меня в этой аллее, помните, были посажены минжулипы. При посадке они выглядели весьма маленькими, одним перышком, и ничего не предвещало тех проблем, которые нарисовались позже. Минжулипы растут очень большими, даже огромными. В диаметре 2,5, могут даже 3. У меня они посажены с этой стороны и аналогично с этой. Среди ивоны они не сильно видны. Но когда я их выкопала, это огромные, я вам скажу, кусты. Так вот, пересажено было 4-5 кустов с той стороны и один, который вот тут торцевал, скажем так, клумбу. Он тоже вывалился весь на дорожку. Что хочу сказать про пересадку. Пару штук я посадила вот сюда. Мы когда доделаем стоянку нашу, будем заезжать, и нас они будут встречать. Вот так они выглядят. Все с ними отлично. С этими минжулипами. Принялись. Здоровые, хорошие, зеленая хвоя. Тут у меня изгородь из гортензии. Тоже древовидная, ее еще не обрезала. Поливала я их каждый день. Все с ними нормально. Но как только я их пересадила, такая вот странная вещь, ездила в питомник и побеседовала с агрономом на эту же тему. И он мне приоткрыл такой как-то лайфхак. Я просто посоветовалась, говорю, только пересадила минжулипы большие, что делать? А вы знаете, что именно можжевельники в размахе, превышающие 1,20 м, 1,40 м, не приживаются или приживаются очень плохо. Представьте, я их только пересадила, и он мне такое сказал. Я неделю по одному пересаживала, потому что пока выкопаешь их, пока новую яму, в общем, они большие, их связывать приходилось. Делала я все сама. Я люблю посадки такие экстремальные, какие-то пересадки делать сама. У меня легкая рука, Вадима Петровича я не привлекаю. И у нас в это время как раз очень жарко. В конце сентября это было 28 неделя. Я их поливала каждый день по 2-3 лейки, брызгала каждый день. В общем, к чему это я? К тому, что из 6 пересаженных 4 чувствуют себя хорошо, а 2 под вопросом. Как это выглядит? У хвойных хвоя сразу не желтеет, не опадает, он не засыхает. Он как бы еще, у него накопились его питательные все вещества и силы корневой, которую мы выдернули. Кстати, выдергивала я его, выкапывала с комом, но кома рассыпались. У
можжевельников очень маленькая корневая система поверхностная. И 2-3, ну, иногда 4, обычно 3 вот у всех этих очень длинных корня, которые в разные стороны уходят куда-то, даже я не знаю. Первый я так тянула, тянула и поняла, что это бесполезно. Или под дорожку, или под ворота, или куда он там у меня ушел. И в следующих кустах я их просто обрубала длинные корни. Так вот, для растений это стресс. И сейчас они как бы 50/50, два моих можжевельника. Сразу вот так вот повисает у них, как определить, что ему плохо. Вот так повисают у него края веточек. Радифармом я его проливала. Ну, в общем, мой вердикт какой? Не пересаживайте лучше, потому что большее расстройство, чем удовольствие. Ну, посмотрим, как мои себя чувствуют. Я все-таки не теряю надежды, что все 6 мои приживутся. А сейчас идемте к этой елочке инверса. Вот она, моя красоточка. Посажена, как ни странно, 8 марта. И вот эта ветка, у нее есть обзор ели инверса. Вот эта ветка была поломана. Видите, утолщение у нее в этом месте. То есть вся вот эта вот ветвь, когда поднимался человек, посадили и поднимался. И вот так ее наверх. И она просто хлыст хрустнул и наверх повис на одной коре. Я вам показываю. Вот это весь был перелом. Одна кора только верхняя осталась, видите? Что я сделала? Ну, проще ее было обрезать, конечно. Она просто вся висела на верхнем слое коры вот этой. Но я опустила ветку, поставила 3 палочки, наложила шину. У меня был печальный образ, опыт в жизни, что приходилось накладывать шину при переломе. Поэтому решила сделать так же. Наложили шину снизу, по бокам и обмотала изолентой. Я вам показывала. Уже осень, я решила на зиму не оставлять, чтобы там не запрело, не засырело ничего. И вот у нас такая красота получилась. Все приросло. И вот с этой стороны видно снизу. Вот он, перелом и в ту сторону, и в эту. То есть 2 сантиметра коры было. Смолой она, видимо, своей сама себя полечила. Или внутренние резервы подключила. Ну, в общем, хвойные растения можно реанимировать. Да, мне кажется, все растения можно так реанимировать. Вот тут начала убирать, уже я вам рассказала, подстригла кусты своей древовидной гортензии Аннабель. И начала хвойным опадом, вот еще ведро стоит, закладывать эту клумбу, чистить, убирать. И вот обнаружила пихта корейская моя маленькая, с шишками, еще алисум тут красуется. Ну, вообще я тут освобождаю немножко места. Весной хочу еще посадку совершить одну в этом месте. Красивую, большую. Рассказывать не буду, чтобы все получилось. А вот это наша пихта корейская с шишками. Шишки у пихт вот облетают, как раскручиваются, закручиваются семена, как веретено, и разлетаются. Ничего даже не остается. Надеюсь, не насеется. Уже места в саду мало. А теперь про пенисетум. 3 больших куста.
3 больших куста пенисетума. Послушала, почитала ваши комментарии. Вот к этим скальным можжевельникам сейчас подойдем. И решила, в общем, уже стали облетать семена с метелочек. И решила я их обрезать. Вот так они выглядят. Тоже, кстати, очень и неплохо. А сами метелочки мы в камин. Уже топим камин. Уже хорошо. Дома тепло по вечерам, несмотря на такие сырые дни и ночи. Ночи вообще холодные. Минус у нас был несколько дней. Я прикрывала свои крупнолистные гортензии временно. Сейчас сняла. У нас еще неделя, это будет теплая. Поставила уже дуги. Не везде, но дуги стоят для роз. Почти все плетистые обрезала. Кое-где еще листья осталось поубирать на ветках. Уже начала их пригибать, потому что дожди, ветви мягкие, они легко пригибаются. А вон у нас грибы какие-то на газоне. Сыроежки, наверное. Ну, это не газон, конечно, но что-то из газона. Да, это сыроежка. Вообще мы грибы не очень любим собирать, но у нас очень много маслят в лесах вокруг. Ну что, идемте к скальным можжевельникам туда. Вот они, эти скальные можжевельники по высоте. Сейчас подойду, я вам скажу. Они мне уже до подбородка достают. Что же мы делали с ними? Так, гортензия навалилась. Подстригать надо и эту. В течение всего летнего, осеннего сезона я просто состригала вот эти веточки. Состригаешь их по всей высоте. Сейчас возьму ракурс, как это было весной, и вы увидите, какие они маленькие были весной. Я снимала, что нам с ними делать. Вот тут стояла, по-моему, у меня мой штатив стоял. И вот такой высоты по подбородок. Это уже 1,20 м, наверное. Покупались сантиметров 60. Такие тоненькие узкие палочки. Сейчас обрезать, вы спросите, можно? Можно, если у вас минуса нету. Вот так вот. Ножницы я не взяла. Сантиметров по 5. Все веточки пристригаем, чтобы он начал у нас форму приобретать. Такую красивую, пышненькую, округлую, а не был одинокой палкой. Еще раз акцентирую внимание, выбирайте можжевельник в питомнике с одним стволом. Многоствольные формировать намного труднее, и они разваливаются. Я перебирала и выбрала только с одним стволом. И еще один момент про можжевельники, вот случай. Непонятно, где вершина. Где тут у него вершина? Выделяем лидера, а остальные вот так срезаем. Ну, у меня ножниц нету сейчас. Надо подойти, обязательно обрезать. Лидер должен быть один. А тут, видите, 3 ветки и одинаковой высоты. Вот так должно быть. Один выше, а остальные догоняют его. Не забыть надо в этом месте. Все остальные у меня нормально. Тут им солнышка хватает, тем более у меня большой уже один скальный, он там растет. Покупался как Blue Arrow, я про него рассказывала, формировку весной, все. Но много комментариев, что он как бы мало похож на Blue Arrow. Посмотрим. Может быть, питомники напутали, а эти какие-то сильно узкие. Покупались как Skyrocket, а похожи на Blue Arrow. Хотя эти попышнее, эти поуже.
Вот как со скальным можжевельником. Я вам покажу, как их вообще-то различать по вот этой хвое. У одного сорта есть колючки маленькие такие, как раздвоение, у другого нет. Но это тема другого видео. А мы сейчас пойдем ко второй моей покупке, которую я посадила вон там, возле плакучей. Стив Випер, лиственница. Смотрите, розу-то я не обрезала, забыла. Метра 2,5 или 3 она колышется вон. Забыла обрезать. И вот, видите, роза. Так, сейчас подойдем ближе. Вот он мой красавчик. Кипарисовик. Elwood's Gold. Красивущий. Это тоже карлик. Я теперь карлики уже сажу. Будет узкоколоновидный. Высота до 2,5 метров. Ширина метр 1,20 м. Хвоя очень приятная. Тактильное ощущение, когда ее трогаешь, приятные. Мягкая, не колючая. Очень, видите, много таких иголочек мелких. И очень красив он весной. У него прямо золотом играют молодые приросты. Даже сейчас видно, как он хорош. Единственное, у него зона зимостойкости 7А. Представляете, мне придется его агроволокном укрывать. Хотя в питомнике показали мне большое деревце, 2-метровое. Оно у них зимует без укрытия. Недалеко от нас питомник. Но я все-таки, конечно, этот и замульчировала хвойным опадом. И все-таки буду укрывать. Будем за ним наблюдать, как он хорошеет и растет. Палочку для собак поставила. Так, обещала вам еще какой-то очень интересный сюрприз. Сейчас пойдемте покажу. Занята сейчас, конечно, обрезкой последних своих плетистых роз. И у меня есть 3 куста очень красивой, интересной розы Джон Лонг Сильвер. Вот она, как цвела летом. У нее неплотная ажурная листва. Чисто белый цветок. Это рамблер. Имеет мягкие ветви. Так вот, эти 3 куста у меня посажены с 2 сторон от крыльца и 1 на углу. Распутала я первый, и что же обнаружила? Эта роза славится тем, что у нее очень длинные плети, ветви. За этот год она меня, конечно, удивила. У этого куста я выбрала самую длинную плеть, и ее длина была 5,5 метров. Ну, такой длины ветвью, наверное, не удивить. Кстати, напишите, у кого есть розы длиннее ветви, у которых. Будет интересно, что это за сорт. Но я вас удивить хотела не этим. 5,5 это как бы ни о чем. Этот куст, в характеристиках у него написано, что до 5 метров. Мне так и надо было обвить веранду. Следующий куст я сняла, когда уже обрезала. Вот этот, на углу будущей зимней террасы. Очень колючая ветвь, конечно, но гнется легко. Тут длина самой длинной плети была 6 метров 30 сантиметров. Я ее вот так повдоль, по всем остальным своим плетистым розам разложила и подвязала. Что интересно, у этой розы, вне зависимости от толщины, толще, тоньше, очень легко гнутся ветви. Но у рамблеров они легче складываются, чем у клаймберов. Но интересное не это. Сегодня, как раз перед съемкой видео, я решила последний куст свой расплести как раз вот там, возле
кокона мы подняли. Кокон вот сюда, на вторую часть террасы. Вот этот. И когда я расплела, тут всего 4 где-то плети. Не так много. И вырезать почти ничего не пришлось. Длина самой длинной плети 7 метров 35 сантиметров. Еще сантиметров 15 я просто невызревший побег срезала. Вот такая у меня красотка роза. Лонг Джон Сильвер. Есть у кого-то длиннее плетистые розы? Интересно, на следующий год, может быть, она побьет отметку 10 метров. Было бы здорово. Я хочу оплести перила, столбы веранды, чтобы белым-бело было в июне. Это рамблер во второй половине лета. Она, кстати, меня удивляет. Несколько одиночных цветов у нее все равно бывает. Ну вот так, несмотря на осень, мы будем любоваться с вами цветением роз. До встречи в следующем видео. Будем, наверное, смотреть мои хвойные первую часть. Всего хорошего!